Итак, переходим к плетению второй части нашего браслета, а именно нашиванию бусинок на базу. Берем нашу леску и продеваем в бусину, где завязывали узелок. Выравниваем леску. Далее нанизываем 2 маленькие прозрачные бусинки, затем двойную большую и снова 2 маленькие по обоим концам лески, как и первые 2. Спускаем их вниз к основанию. Затем один конец лески продеваем сквозь центральную бусинку первого ряда или базы, а вторую с другой стороны. Получается, что мы работаем по такому же принципу, как и в случае с базой, только лишь той разницей, что мы привязываем прозрачные бусинки крест-накрест к нижним центральным. Теперь нам понадобится большая прозрачная бусинка вместо двойной. Она больше, чем мелкие прозрачные раза в 1,5-2. Продолжаем плести, нанизываем на оба конца лески по одной прозрачной бусинке. Берем большую прозрачную и крест-накрест продеваем сквозь нее леску. Снова нанизываем на оба конца по одной прозрачной мелкой бусинке, притягиваем все это к основанию и, как в предыдущем примере, крест-накрест привязываем все нанизанное к центральной бусинке базы. Вот что получилось. Нанизываем 2 мелкие, затем двойную, снова по одной прозрачной на каждый конец и крест-накрест к центральной бусинке базы. Снова возвращаемся ко второму шагу с большой прозрачной бусиной, и так мы чередуем, пока не сплетем весь браслет до конца. И так мы чередуем, пока не сплетем весь ряд до конца. Кстати, если браслет кажется вам длинным, не переживайте, потому что бока браслета мы потом сильно затянем. Об этом в конце видео.
Когда вы подошли к концу, то вы плетете последнюю клетку также, только продеваете леску в центральную бусинку на базе, с которой начинали. Завязываете узелок, далее отрезаете концы и заливаете лаком узел для надежности. В принципе, этот браслет выглядит достойно на любом этапе. Поэтому можете оставить и так, но я советую завершить его до конца. Тогда вы почувствуете всю целостность композиции. Отрезаем леску, продеваем ее сквозь любую боковую бусинку базы, нанизываем прозрачную двойную и продеваем через следующую цветную бусину базы, далее опять нанизываем двойную и снова в бусину базы. Делаем так по обеим сторонам браслета. Доходим до конца, завязываем узел, отрезаем концы, узелок заливаем лаком. Все, наш браслет готов. По желанию вы можете добавить еще цветных бусин по бокам, так как нам есть куда привязывать леску, ведь мы брали двойные бусины. Я не стала так делать, потому что считаю, что это уже будет лишнее, и оставила так. Кстати, теперь по бокам браслет очень сильно утянулся, поэтому стал свободен настолько, насколько это было нужно. При желании вы можете вывернуть браслет и носить его и так. Если хотите, можете довязать еще бусинок сверху, по примеру второго слоя. Вот как, например, на этих фотографиях. Спасибо вам за просмотр, желаю вам творческих успехов!